Привет! Это канал Мороз и Солнце, канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы говорим о том, почему русские так много едят, и читаем на эту тему рассказ Чехова «Глупый француз». В русском календаре есть два праздника, где еда на столе очень важна. Первый – это Новый год. Мы отмечаем его зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января. Второй – это Масленица. Мы отмечаем ее весной, в марте. Можно сказать, что Масленица тоже связана с Новым годом, потому что древние славяне отмечали его 1 марта, согласно солнечному календарю. Зима уходила, а весна приходила. Становилось теплее, солнечнее и радостнее. Этот переход мы празднуем и сейчас. И в Новый год, и в Масленицу мы готовим и едим много еды. Почему? Потому что мы верим, что чем богаче будет стол, тем лучше будет год. Поэтому мы не экономим, мы покупаем все самое лучшее. Обязательно в эти дни нужно радоваться, петь, танцевать. Сидела, гадала, я недолго думала, сидела, гадала, да на тебе ли на березе, на тебе ли на березе. Думала, думала, сидела, гадала, я немного думала, сидела, гадала. Все это символы лучшей жизни, которую мы ждем. Как эту ситуацию видит иностранец, мы прочитаем в рассказе Чехова «Глупый француз». «Глупый француз» — это рассказ Чехова о том, как один иностранец был в России. Он решил позавтракать и пошел в ресторан. Там он увидел русского мужчину, который очень много ел. Француз смотрел на него и не верил, что человек может есть так много. «Очевидно, болен», — подумал француз. Неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и 3 кусков, как желудок его будет уже полон. А ведь придется платить за всю гору. «Дай еще икры!» — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «Не забудь зеленого луку!» Однако, уж половины горы нет, — ужаснулся клоун. «Боже мой, он и всю семгу съел! Это даже неестественно! Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, он не может растянуться за пределы живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы!» «Подашь бутылку Нюи», — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. «Только погрей сначала». «Что еще?» «Пожалуй, дай еще порцию блинов. Поскорей только». «Слушаю, а на после блинов что прикажете?» «Что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из осетрины по-русски. И я подумаю, ступай». «Может быть, это мне снится?» – изумился клоун, откидываясь на спинку стула. «Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть». Француз очень хочет помочь этому человеку. Сначала он просит официанта не давать так много еды, но официант не понимает. Тогда он просит пригласить хозяина этого ресторана.
Потом он просит пригласить полицию, но люди вокруг не понимают, в чем проблема, а француз не понимает, что происходит. Тогда он думает, что только он может помочь этому несчастному мужчине, и он подходит к нему. «Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды, у вас жена, дети». «Я вас не понимаю», — замотал головой сосед, тараща на француза глаза. «Ах, зачем скрытничать, мансье? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не подозревать». «Я много ем?» — удивился сосед. «Я? Полноте! Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите. Да ведь не вам платить, что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите, ем как все». Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. «О, страна чудес!» — думал Пуркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна! Чудная страна!» Люди в ресторане ели блины, как пишет Чехов, горы блинов, то есть очень много. Это была масленица. А почему они ели так много, вы уже знаете. Рассказ интересный, веселый и маленький. Почитайте. Внизу под видео мы оставим полный текст и наши комментарии к нему. А на этом сегодня все. Спасибо. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.